Здравствуйте! Сегодня я собрала для вас новую пугающую подборку жутких паранормальных видео, которые, надеюсь, смогут вас напугать. Давайте начнем. Парень, который загрузил это видео в сеть, рассказывает, что утром его отец прислал ему этот ролик, который удалось снять на видеорегистратор. Сам мужчина сказал, что каждый раз, когда на улице туман, он видит странную темную фигуру на правой стороне этой дороги, рядом с дорожным знаком. Итак, смотрим. Мужчина говорит, что пару раз он резко свернул, чтобы избежать столкновения, когда замечал, что фигура выходит на трассу, думая, что это человек. Однако при приближении машины фигура просто исчезала. Это все кажется очень странным, но по утверждению мужчины это не может быть человеком. Парень верит своему отцу и считает, что это мало похоже на игру света и тени, а больше и правда напоминает теневую фигуру. Автор следующего видео владеет машиной под маркой Tesla, у которой есть датчики для обнаружения людей рядом с автомобилем, чтобы избежать непредвиденных ситуаций в случае резких маневров. А при самом обнаружении людей все транслируется на монитор. Одним поздним вечером путь мужчины лежал через кладбище, где могилы расположены очень близко друг к другу, причем прямо у дороги. И вот что произошло в тот момент. Проезжая мимо этого участка кладбища, где захоронения расположены около дороги, автомобиль транслирует на экран, что именно справа появляется множество людей, хотя там никого нет. Самое странное в этой ситуации, что с левой стороны от автомобиля захоронений нет. А когда мужчина уже проехал этот участок, автомобиль перестал показывать фигуры рядом. Так, машина и правда увидела призраков? Или это всего лишь сбой системы? Решать вам. Это видео снимала девушка, которая прогуливалась вечером со своим парнем и общалась с ним по поводу работы. Вдруг неожиданно совсем рядом с ними в кадре появляется темная фигура, стоящая рядом с одним из домов. Они ее не замечают в тот момент, и вот что происходит дальше. Фигура, которая стояла рядом с ними, исчезла, когда они приблизились к ней. Самое интересное, что в конце съемки девушка говорит, что ей показалось, будто она видела человека рядом с домом, но там никого не было. При просмотре записи автор была очень удивлена и напугана тем, что ей удалось снять. Она считает, что в кадр попало нечто паранормальное. Многие в комментариях ей поверили, хотя были и те, кто сомневался. Но почти все пишут, что так или иначе видео очень жуткое. А вот еще одно похожее видео, но уже от другого автора. Девушка по имени Дженни загрузила в сеть видео с камеры дверного звонка от своей тети. Это было снято несколько дней назад, около 8:30 вечера. По словам Дженни, ее тетя живет на сельской грунтовой дороге, буквально в глуши, где нет ничего, кроме сельскохозяйственных угодий. Там живет очень мало людей, а те немногие, кто живет, пожилые. И вот что сняла камера тем вечером. Дженни и ее тетя понятия не имеют, что попало на камеру. Поблизости нет семей с детьми.
Других людей рядом тоже не было в тот момент, а родители бы не отпустили маленького ребенка куда-либо одного поздно вечером. Некоторые предположили, что, возможно, пропал чей-то ребенок, но тетя Дженни сообщила об этом случае в полицию, и полиция ответила, что в округе никто не заявлял о пропаже детей. Кроме всего прочего, этому дому более 100 лет, и точно известно, что на заднем дворе заживо сожгли женщину, когда дом был только построен. За прошедшие годы дом был отремонтирован, и во время работ несколько рабочих заметили призрак женщины, который сам по себе то появлялся, то исчезал. Некоторые из работников были так напуганы, что отказывались заканчивать ремонт. Так, если на камеру попал и правда призрак, может ли быть он связан с призраком той женщины? Или это все же обычный ребенок? Пишите свои предположения в комментариях на этот счет. Это видео было снято одной поздней ночью на камеру видеонаблюдения на заднем дворе частного дома. Автор видео сначала подумал, что у камеры сбой, но присмотревшись, он поменял свое мнение. Вот что попало в кадр. На видео видно, как белая прозрачная фигура быстро проходит и потом исчезает. В комментариях к этому видео было много предположений, что это могло быть. Кто-то считает, что это глюк камеры, другие, что это маленький ребенок из-за размера силуэта, а третьи в противовес пишут, что у фигуры странные очертания. Нету ни шеи, ни рук, и она полупрозрачная. И что по этим признакам это точно что-то паранормальное. Возможно, призрак или что-то иное. Но сам автор так до конца и не знает, что это могло быть. Поэтому и выложил видео в сеть, чтобы узнать мнение комментаторов на этот счет. Этот парень решил проехаться по лесу на своем скутере, но его поездка обернулась очень пугающими событиями. Сначала ничего не предвещало беды. Первая его остановка свершилась, когда перед ним возникли поваленные деревья. И во время этой остановки он начал слышать странные вещи, происходящие вокруг него. This is where most people would turn around. If you turn around, you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Hello? Парень слышал, будто кто-то звал на помощь, и треск веток вокруг, будто рядом кто-то ходит. Это его очень напугало, и он быстро решил свернуть назад. Но спустя некоторое время он все же решил вернуться. Oh god, there's even more bones than last time. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. Самое странное в этом лесу – это количество костей, которые находятся рядом с дорогой, и комментарии автора, что их стало еще больше с последнего раза, как он был там. Но дальше больше. Парень в какой-то момент останавливается посреди леса. Неожиданно весь лес затихает, а автор видео замечает вдалеке очень странную фигуру, которая приближается к нему, тем самым его очень пугает.
It just got really quiet really fast. That was my cue to leave. Парень быстро развернул свой скутер и уехал оттуда. По его словам, он не понял в тот момент, что это было, и это было, по его мнению, мало похоже на дикое животное, хотя он не отрицает такой возможности. Делитесь в комментариях своим мнением, что думаете на этот счет. На сегодня вот и все. Как всегда напоминаю, что я никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!